Вечер в Сан-Франциско выдался торжественным. В историческом особняке на Ноб-Хилл все сияло. Латунные люстры отражали свет в хрустале бокалов. Скрипка и контрабас выводили нежный свинг. Официанты скользили между столами с дорогим вином, а в зале собрался весь местный деловой свет. Повод был серьезное завершение крупного технологического слияния, благодаря которому состояние Джейсона Уэллса, основателя стартапа с нуля, превысило $700 миллионов. Он стоял в стороне от центра зала, одетый безукоризненно, но отчужденно. Гости подходили, поздравляли, улыбались, обменивались комплиментами. Женщины в дорогих украшениях, мужчины с намеренно небрежным шармом. Джейсон же слушал, кивал, не теряя вежливости, но с пустым взглядом. Он знал эти разговоры наизусть. В мире, где все меряют влиянием и цифрами, искренность теряется быстрее, чем обещания. Когда вечер уже клонился к завершению, в зал вошла девушка в серой рабочей форме. В руках ведро, на плече тряпка. Ее звали Ханна. Она была уборщицей в этом здании последние 4 года. Обычно она ждала, пока все стихнет, но сегодня ее ждала младшая сестра, автобус уходил через час. Ханна быстро начала наводить порядок в дальнем углу зала, не глядя по сторонам, надеясь не мешать. В это время музыканты, решив напоследок сыграть для себя, начали исполнять старую композицию из репертуара Нины Симон. В зале стало тише. Джейсон машинально перевел взгляд и увидел ее. Ханна стояла, слегка покачиваясь в ритм. Не танцевала, просто позволяла себе минуту покоя. Улыбка едва заметна, движения скромны, но в них было то, чего не было весь вечер. Правда. Он внезапно почувствовал, как вся глянцевая оболочка вокруг кажется ему картонной. Отставив бокал, Джейсон пошел через зал, мимо недоумевающих взглядов. Его шаги были уверенными, но не ради демонстрации. Он остановился рядом с ней. Не предложил руку, не произнес ни слова. Просто встал рядом и посмотрел в ту же сторону, что и она. Музыка лилась мягко. Мир замедлился. Это был не жест ради показухи. Это был тихий выбор — увидеть настоящего человека и остаться рядом. Через несколько месяцев Джейсон стал появляться в других местах, в обычных кафешках, на волонтерских встречах, на концертах без камер. А спустя полгода в том же зале, где когда-то сияли бриллианты, прошел совсем другой вечер. На сцену не выходили бизнесмены. За столами сидели повара, курьеры, гардеробщики, охранники, медсестры. Люди, чье присутствие обычно остается за кадром. Джейсон организовал этот вечер как благодарность. И в этот раз он был не в дорогом костюме, а в хлопковой рубашке с закатанными рукавами. Ханна протирала зеркала у входа, когда он подошел и без слов начал ей помогать. Для гостей это стало неожиданностью, но он не объяснялся. Он просто делал то, что считал правильным. Потому что однажды, в ритме простой баллады, он увидел: настоящая ценность не в том, что блестит, а в том, что остается, когда свет гаснет. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.